Сегодня я расскажу вам, как связать веб-приложение, написанное с помощью библиотеки Argis API for JavaScript, и Argis for Desktop, расположенный на вашем локальном компьютере. Значит, в качестве примера я выбрал следующую задачу. Я написал простенькое веб-приложение, которое разместил на своем хостинге. Значит, приложение состоит из двух кнопок: поставить точку и построить зону. После того, как я нажал на кнопку поставить точку, я могу ставить точку на карту. Одну точку. Предыдущая всегда стирается. После того, как я нажму построить зону, я хочу, сейчас кнопка, естественно, не сработает, я хочу, чтобы построилась зона транспортной доступности по автомобильному графу дорог Франции 20 и 40-километровая зона от данной точки. Соответственно, что для этого было сделано? То есть сейчас, как вы видите, ничего не работает. Для этого на своем локальном компьютере в Argis for Desktop я собрал следующие файлы в проекте. Значит, файл подложка — это файл страны, граф автомобильных дорог Франции и точка. То есть файл с точками, куда будет записываться точка, которую я поставил в приложении. Итак, как же осуществляется связь? На языке Python в Argis была написана надстройка. Вот она здесь добавилась. Она состоит ровно из одной кнопки. Называется эта кнопка Start Receiving, то есть начать получение данных. Какова суть этой кнопки? Когда я ее нажимаю, Argis for Desktop становится недееспособным и начинает прослушивать IP-адрес моего хостинга. Далее, когда в приложении я нажимаю поставить точку, то на сервере, где расположено это приложение, в файл записываются координаты точки, которую я поставил. И в этот момент Argis for Desktop считывает этот файл, как только он там появляется, он считывает этот файл, считывает координаты точки, и все, дальше уже работа происходит уже в Argis for Desktop, в ArcMap. То есть ставится точка вот в этот файл, вокруг нее строится зона транспортной доступности 20-40 километровая по графу дорог, и получаются два полигона. Затем эти два полигона отправляются, значит, они конвертируются в формат JSON, и в формате JSON отправляются в виде файла на сервер. И когда сервер получает этот файл, все, он может строить зону. И когда, соответственно, я нажму «Построить зону», он считает этот файл и отобразит полигоны. Собственно, и все. Давайте посмотрим, как она работает. Значит, начнем все сначала. Запускаем надстройку, то есть нажимаем Start Receiving, и Argis, видите, он грузится. То есть он не работает. Он прослушивает IP-адрес. Теперь здесь нажимаем «Поставить точку», допустим, ставим ее сюда, и нажимаем «Построить зону». Как вы видите, у нас построилась зона, точнее две зоны, 20-километровая и 40-километровая. Теперь я хочу поставить другую точку, например, вот сюда, и нажимаю «Построить зону». Построилась еще одна зона. Нажму в третий раз, так как 3 раза это статистика,
Зона построилась. Ну и последнюю прямо в Париж бахнем. Построилась зона. Теперь ArcMap все еще работает. Теперь, если я его отключу, ну, как я его прерву? Я его прерву просто закрытием. То, если я захочу построить зону, то ничего не построится. Сколько бы я ни ставил. Потому что он уже... То есть ArcMap уже не работает. Все. Значит, теперь, чтобы было более, так скажем, наглядно и понятно, я переделаю надстройку так, чтобы она работала не постоянно, а поэтапно, чтобы вы видели результаты каких-то действий. Например, там построение зоны и так далее. Соответственно, переделаем надстройку и сделаем все заново. Итак, мы обновили нашу надстройку. Давайте посмотрим теперь поэтапно, что происходит. Точка, которую я буду ставить в приложении, теперь будет обозначаться вот таким вот зеленым кругом. Итак, начнем прослушивание IP-адреса. Поставим точку в Париже, скажем. И нажмем «Построить зону». Зона построилась, и ArcMap снова стал доступен. Мы можем посмотреть саму зону. Давайте сравним их. То есть, если приглядеться, проекты, конечно, разные, но если смотреть на рамку, то понятно, что это одна и та же зона. Теперь очистим наш документ от созданных временных файлов, обновим его и поставим новую точку. Забыл нажать получение данных. Нажали. Поставили точку. Все, очистилось здесь, естественно. Видите, точка здесь исчезла. И нажмем «Построить зону». То есть опять построилась зона. Давайте посмотрим, где она здесь построилась. Вот она построилась здесь. Ну, и так можно делать много-много раз. Значит, что у нас остается в сухом остатке от данного примера? Мы можем в наших веб-приложениях, которые написаны с помощью библиотеки Argis API for JavaScript, использовать абсолютно все, что хранится у нас на компьютере. То есть мы можем использовать какие-то файлы, которые у нас хранятся, там, например, shape-файлы или другие базы данных, которые хранятся у нас на компьютере. Вот в данном примере я использовал граф. А также мы можем использовать результат геообработки, сделанной или осуществленной в Argis for Desktop, прямо в веб-приложении. То есть, еще раз, приложение получает информацию от клиента, то есть он говорит, я поставлю точку, или там еще что-то он будет говорить. Эта информация кладется на хостинг, в файл, а в это время, то есть как только файл положился, прослушивающий этот IP-адрес хостинга ArcMap принял этот файл, то есть он его оттуда скачал информацию, которую вы положили в файл, и начал с ней работать в ArcMap. Обработал ее, там кучу всего, то есть там модель можно запихнуть, написанную на питоне, можно просто геообработку, там с растрами работать и так далее и тому подобное. И выдал какой-то ответ, который опять-таки положил на сервер. И как только сервер получил этот ответ, он получает возможность что-то делать с этим ответом. Ну, в данном случае вот рисовать зону. Соответственно, вся эта процедура требует чего? Требует компьютера, который будет постоянно включен.
То есть у меня вот сейчас нет такой возможности этот компьютер все время держать включенным. Но вот этого требует данный алгоритм. То есть постоянно включенного ArcMap с прослушивающей надстройкой. Это не мешает пользоваться там другим ArcMap, например, на том же самом компьютере, потому что памяти пользуется не очень много. То есть вполне нормально остается память для работы на компьютере. И от вас требуется для выполнения данного алгоритма свой хостинг, который стоит, ну вот мой, например, стоит там 1005 рублей в год. И доменное имя, ну еще 1000 рублей в год. Все. И мы можем использовать все функции ArcMap в приложениях, написанных с помощью ArcGIS API for JavaScript. Значит, если какие-то вопросы у вас появятся по коду или по алгоритму, по логике, то пишите мне на почту. Почта моя указана под видеозаписью.